Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим о термитах. Многие наслышаны, что термиты — это такие муравьи, которые наносят огромный вред деревянным строениям. Они способны разрушить дом в минимальные сроки, при этом после вмешательства насекомых конструкция не подлежит восстановлению. Однако термиты разрушают не только деревянные строения, а еще много чего, что создал человек. К счастью для последнего, только отдельные виды набираются смелости и приближаются к нашим жилищам. В большинстве случаев насекомые строят термитники подальше от людей. Ну что, для начала неплохо, а хотелось бы больше. Действительно, о термитах есть немало интересной информации. Поехали! Термиты возникли на нашей планете миллионы лет назад. Древние родственники термитов были гораздо большего размера, нежели те, которые существуют в наши дни. Однако в процессе эволюции живые существа несколько видоизменились. Первые термиты обитали на деревьях, и лишь потепление и сокращение лесного покрова заставило их научиться возводить огромные термитники. В Австралии и Африке термитники могут достигать 10 метров в высоту. С учетом размеров собственного тела, а это на секундочку около 3 мм, термиты возводят самые большие сооружения на планете. Если увеличить их до пропорций человека, то такое здание достигнет высоты в несколько километров. Термитники вполне можно отнести к числу таких важных, редких и удачных адаптаций, как человеческий мозг. И похоже, что механизмы их происхождения тоже похожи. Многообразие насекомых поражает воображение. Только современных термитов известно почти 3000 видов. Они отличаются размерами, расцветкой, образом жизни и другими характеристиками. Термиты – одни из самых распространенных на нашей планете насекомых. Если сложить вес всех живых существ, он будет приблизительно равен весу всех позвоночных Земли, в том числе и людей. А в ЮАР, в национальном парке, можно увидеть свыше 1 миллиона термитников, в которых кипит жизнь. То есть это самая густонаселенная насекомыми местность. Крупнейший на Земле термитник имеет высоту около 15 метров. Термиты встречаются практически на всех существующих в наши дни материках. Исключение только Антарктида. В России обнаружены только 2 разновидности термитов. Термиты имеют размер тела от 2 до 5 мм, как я говорил ранее. Все зависит от разновидности и роли термитов в колонии. Да, термиты живут огромными колониями, в которых существует классовое разграничение. Численность может достигать 2-3 миллионов особей. У каждого насекомого свои обязанности. К примеру, рабочие. Им повезло меньше всех. Они слепые. У них либо полностью отсутствуют глаза, либо они недоразвитые и не могут выполнять свою функцию. Но это им не помеха. У них очень развито обоняние. Хотя это не совсем так, и все сложно. Но биологи после долгих поисков идентифицировали феромон термитной королевы. Простой углеводород воспринимается рабочими термитами и солдатами как знак абсолютной власти. Это запах королевы гнезда. Выделяет элиту не высокий кабинет и даже не свита, а именно этот определенный феромон, на который реагируют особи остальных каст. Эдакий парфюмер. Термиты проводят почти все время в полной темноте, под землей или в древесине. И использование химической коммуникации в таких условиях – самый естественный выбор. А потомство приносит королева. За один день она может отложить десятки тысяч яиц. Королева имеет гораздо больший размер, нежели другие особи. Рост тела наблюдается на протяжении практически всей жизни самки. В результате она полностью теряет возможность к самостоятельному передвижению. В таком случае, при необходимости, члены колонии просто переносят ее на другое место. Охраняют термитники особи-солдаты. Они не могут самостоятельно употреблять пищу из-за аномально больших челюстей. За их кормление отвечают рабочие особи. Чтобы избежать перебоев в пропитании, термиты могут выращивать грибы, и при том прямо внутри своих жилищ. Этакие фермеры. А так в основном питаются растительной пищей. Обычно это листья, навоз, гнилая древесина. Однако и сами термиты часто становятся пищей. На них охотятся беспозвоночные. Именно от них и защищают жилище солдата. Некоторые из видов термитов имеют на голове канал, через который выбрасывается клейкая жидкость. Она отпугивает нападавших. Если же солдатам не удалось задержать врага, он может полностью опустошить жилье насекомых. Также на термитов охотятся муравьеды и панголин. Они проламывают стену термитника и съедают всех попавшихся насекомых. Именно термиты являются их основными продуктами питания. Но самый главный враг термитов – это муравьи. А еще термиты не выживают без своих строений. На поверхности земли они погибают. Термиты постоянно увеличивают термитник, во всяком случае, пока живут в нем. При этом наземная часть занимает лишь малую его долю. Основное строение скрыто под землей. Термиты могут строить свое жилище на протяжении нескольких веков. То, что начинали их предки, впоследствии заканчивают потомки. Термитники имеют огромное количество запутанных ходов. При этом для насекомых конструкция является простой и понятной. Термиты не путаются внутри. Внутри термитника
термитников наблюдается повышенная влажность. Это не зависит от того, в каком регионе размещено строение. Особенность обусловлена способностью стен термитника удерживать влагу внутри. При этом они не пропускают внутрь осадки. Откуда же берется влажный воздух? Насекомые прокладывают под землей ходы, по которым влага поступает в термитник. А многие из людей считают, что термиты и муравьи – родственники. Насекомые живут в термитниках, строения напоминают муравейники. Отсюда, вероятно, и заблуждение, что два вида имеют родственные связи. Но на этом схожесть насекомых заканчивается. Дело в том, что термиты являются родственниками тараканов. Почему они стали тараканами, знают только самые умные ученые. Они по многим признакам и немалым спорам все-таки причислили их к нашим домашним друзьям. В Мексике термиты образовали симбиоз с муравьиным деревом. Насекомые рыхлят почву, чтобы добраться до древесины. Таким образом, дерево получает кислород. Это способствует нормальному его росту. А в Австралии термиты возводят жилища в виде плит, которые внешне напоминают могильные камни. Термитники располагаются так, чтобы строения не подвергались воздействию прямых солнечных лучей и не перегревалось. Так насекомые сохраняют себе жизнь. Размеры термитников настолько огромны, что позволяют в них прятаться крупным животным. К примеру, в Индии в брошенных и частично разрушенных строениях находят приют буйвола и даже слоны. Кстати, ученые пришли к выводу, что термиты могут уменьшать шум своих шагов, чтобы избежать муравьев. В естественных условиях эти насекомые часто сталкиваются. Причем термиты, несмотря на слепоту, могут ловко избегать набеги муравьев. Слыша топот муравьев, термиты стремятся укрепить перегородку глины и остаться незаметными. При этом звук их шагов становится примерно в 100 раз тише, чем у муравьев. В результате термитам часто удавалось скрыться, находясь в нескольких миллиметров от хищника. Кроме того, термиты способны имитировать топот муравьев. В случае угрозы они вибрируют телом или бьются головами, формируя звук, похожий на вибрации от шагов муравьев. Таким образом, термиты предупреждают друг друга об опасности. Термиты играют глобальную положительную роль в природе. Наряду с муравьями и дождевыми червями они совершают глобальный круговорот в почвенных структурах Земли. Также важна роль термитов в пищевых цепочках, так как они служат кормом для многих животных. И если бы не термиты, куда бы прятались слоны в Индии? А человек еще настроит много красивых и вкусных деревянных домов. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.